Добрый день, с вами Аграфена, мой канал Магии Колдовства. Подробно обо мне можно узнать на моих сайтах, шапке профиля, Инстаграм, Телеграм, Ютуб канал. Сегодня гадание по знакам зодиака на неделю. Неделя 20-26 февраля. Вторая половина знаков зодиака. Это идет Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог и Водолей. Помним, что на нас влияют каждый день Солнце. Незаметно мы просыпаемся, потому что подчинены его ритмы. Засыпаем, когда оно уходит в закат. Также на нас влияют другие аспекты небесных тел. Это их расстановка, движение, разного рода созвездия, звезды, кометы, планеты на наши чувства, внешние события, поступки. Также еще есть высшие силы, наша родовая история, нумерология, да, при рождении у каждого. Но мы смотрим сегодня именно астрологические. Помню, что мы можем усиливать позитивные влияния и уменьшать негативные магии. Так, Дева пошла в силу. То есть это ощущение себя во всех аспектах сильным человеком. Это и может быть и магическое, и здоровье, и влияние на людей, и выздоровление, и женская сила. Посмотрим, что там Дева. Так, по работе. По работе страх. Да, что-то вас вы прям накручиваете себя. По сути, там ничего нет, вам только кажется, что это. В общем, страх какой-то давний. В общем, уже себя... Дева, да, мнительная, она любит себя изматывать подозрениями, несуществующими сложностями. Также это, если это новое дело, начало какое-то собеседования, то тут отношения рубятся на самом начале, потому что эта карта все-таки мнение друг о друге. Когда вас не знают, это негативно. Если у вас существующий бизнес, уже работа, или вы планируете что-то купить, карта говорит, что вы накручиваете себя, избавьтесь от этих страхов. Там нет подоплеки никакой реальной. Так, окружение. Ну, окружение, разочарование. Люди, которые вас окружают, могут вас очень серьезно подвести, в том числе и на деньги. Особенно казенные дома, близкие люди. Вообще вот эта карта, вот это уже оправдано, что не полагайтесь на мнение других, то есть какие-то люди, которым что-то обещают, что они что-то сделают, никто ничего не сделает. Забудьте про это дело, особенно на этой неделе. Так. Невоздержанность. Ну, девы. С одной стороны, сила пошла. У вас какие-то крайние ситуации, может быть, по невоздержанности. Это может относиться к внешним событиям, что вам придется впадать в какие-то крайности в плане образа жизни, да, что-то или переесть, или не доесть, или не выспаться, или попадаете в какую-то крайность. Также это перепады давления. В общем, девы. Особенно на эмоциях вообще эта карта. На сильные эмоции. Ваша личная жизнь, всадник мечей. Ой, ну, в существующих отношениях это такая, знаете, взаимная критика. Дева, в общем, дева в своем состоянии, кстати, характерно. Ни на кого не надеется, внутри себя очень сильно переживает. И ее отношения, они всегда вот на критике. На критике пошла критика. Он вас критикует, вы его критикуете. Если вы мужчина, это ваша ипостась. Вы прям всех разложили по полкам. Ну и, соответственно, это новое знакомство, где вас, вы его четко видите, прям пока оно не эротическое, если честно. Ну и карта отдыха. Вы хотите уйти, обрести покой и отдалиться от тревог. Причем это у вас давно уже это желание. Ну, может, поездка за город, которую вы долго откладывали или не планировали. Дева нервная. Ее посещают эти разочарования в людях, и вы мечетесь между крайностями. Продолжать решать вопросы или передохнуть. Так, девы быстро истощаются. Так, весы. Весы очень стабильно себя чувствуют.
обрели материальную опору, получили какую-то денежку, планируют еще получать денежку. У вас все куплено, все запланировано, шикарная карта. Колесо фортуны, это ваши деньги прям. Деньги, заработки, удачно найдете хорошую работу. Кто не работает, то у вас может вообще деньги из ниоткуда, до выигрыша, подарки. Удачная покупка, удачная продажа. Окружение, звезды перевернуты. Ну, люди, опять же, на которых вы рассчитываете, или планы, им не дано сбыться, поскольку вы пребываете слегка в иллюзиях. То есть это люди на короткий срок. На этих людей не стоит полагаться. И надо идти каким-то другим путем. Вот так вот. По состоянию здоровья выбиты немножко из колеи, скорее, либо тут переутомление, либо трата сил на родственников, которые вас, надо что-то им уделить внимание или деньги. Вот, поэтому это все-таки касается больше ваших усилий, которые вам надо тратить на людей, на вашу вот семью. Поэтому вы можете истощиться. Справедливость. Ну, в личной жизни вот очень весовская карта, где вы, в общем-то, знаете, с кем имеете дело, принимаете людей такими, какими они есть. Также карта, можно сказать, из выбора какого-то сознательного, где вы выбираете по уму отношения, где вы выбираете вести себя самым правильным образом, где вы выбираете, если несколько партнеров, вот знакомств, кстати, по справедливости, это вокруг вас партнеры достойные, которые вы считаете достойными, и существующие новых. Очень, кстати, интересно, я бы сказала, дружественная карта для отношений. Ну, опять пятерка пентаклей. Все-таки, вот весы качнулись в сторону уже разочарования, в основном близкие, да, что ваши затраты на близких не окупаются, что вы чувствуете себя, что вам никто не поможет, что вы как-то беспомощны, что все эти люди требуют только от вас внимания, денег, возможно, вот они. Обратите на это внимание. Главное, что весы у нас в равновесии во внутреннем, остальное они порешают. Скорпионы, выбор в любви. Несколько партнеров, участие в какой-то прям тусовке, где вокруг вас вьются кавалеры. По работе, вот по работе что-то. Скорпионы. Затирают, злословят, предпочитают других. Скажем так, будьте осторожны, внимательны. Вас могут подвинуть при собеседовании в пользу других кандидатов. В общем, если вы собираетесь что-то покупать или продавать, ваша материальная сфера, вам надо действовать очень быстро, потому что много желающих на эту тему, и вас могут сдвинуть. Так, пятерка кубков. Возврат людей, друзей, родственников из прошлого, с которым вы будете встречаться, или они выйдут с вами на связь, будут о чем-то беседовать. Это карта безрадостная. Вам надо просто до конца довести, какую-то точку поставить в отношениях. И вот вы будете старое все это обсуждать. Также это могут быть дела в казенных домах, которые уже вам поднадоели тут порядком, да. В состоянии здоровья может всплыть какая-то проблема или определиться проблема здоровья. Что-то, какие-то неясные были симптомы, вот они станут очень ясными. То есть тут со здоровьем надо следить. Что-то нашему скорпиону опять не везет, да? Зато прояснится, что у вас там, что именно. Кстати, хорошая карта для разного рода диагностики, в том числе и магической, потому что по верховной жрице и тут физически вряд ли это состояние лечится. Тут как-то надо психосоматика, магия тут замешана. Тут надо разбираться. Видите, только что уже не так все. То есть в лично, видите, все-таки любовники эти выпали недаром. Восьмерка пентаклей. Прибыль, помощь,
совместная работа. Тут похоже, что у вас с этим человеком общие дела, какая-то, не знаю, бухгалтерия, деньги, работа, может быть подработка, либо прибыль напрямую от партнера, денежка. Если вы в существующем браке, то это вы занимаетесь своим бытом, улучшаете его, работаете на ваше вот стабильное будущее, ваши какие-то почки. Кто-то почки прибивает, кто-то Мерседес починяет. У каждого свое. Еще интересная карта, страстная, может быть, встреча. Причем такая вот, прям кто-то вас хочет очень сильно. Ой-ой-ой. Ну, у нас Скорпион, у нас эротический знак. Ой, любовная любовь. Прям, ну, плюс еще можно еще залететь под эту встречу. То есть нежданная страстная ночь, которая может закончиться, ну, вот так. Что-то у Скорпиона по любовной части интересно накручивается, ну, может, это и бывший. Так, наши стрельцы. Ай, стрельцы конфликтуют. Стрельцы долгое время были, молчали, закрывали глаза, да, и вот все, уже эта ситуация перевернулась, и пошли, как говорится, рубать всех. Что, с чем это связано? Так, по работе. Ну, тут или обучение, или вы повышаете свою квалификацию, либо ведете переговоры. В целом позитивная карта. Люди друг друга понимают, но находятся на общем уровне там, развития. Также это профессионального развития, так, умственно, интеллектуальная близость какая-то есть. И также это ваши покупки, продажи каких-то предметов, то есть в том числе и помощь посредников. Нужная, важная информация. Получается, за что ты будешь делать? Так, социум очень сильно огорчит, аж до просто вот такой вот агонии, безнадежная ситуация. Возможно, кто-то из родственников очень известие о том, что этот человек находится в очень тяжелом состоянии, от вас потребуется сила и энергия. Также ваши дела в казенных делах, не начинайте их, потому что тут ничего не будет. Вот на этой неделе просто провал. Не стоит ожидать каких-то продвижения ваших документов, всяких получения разрешений. Тут такая карта ни о чем. Ну, плюс к тому, что это, видите, от вас потребуется много усилий. Ну, состояние здоровья, вестник мечей, раздражительность, возможно, мелкие какие-то колющие боли, что-то эмоциональный фон такой вот, невозможно сосредоточиться, раздражение в том числе и физическое, да, какие-то и сыпь, и желудок, то есть такое по мелочи. Ну, это не ухудшение, не состояние какое-то ухудшение, но вы входите вот под таким влиянием. В личной жизни маг. Ну что, для женщины это мужчина очень интересный, но он очень хитрый, очень хитрый. И вот он пытается так вас развернуть, повернуть. Если вы мужчина, обратите внимание, что ну, вы это ваша ипостась. То есть вы что-то пытаетесь как-то подчинить этот мир себе, либо обращаетесь к магу. Кстати, к магу это может обращение к магу мужчин и женщин, но этот маг, он, знаете, сбивает вас с толку. То есть тут не какой-то очень хитрый, слишком сложный путь предлагает. О, женщинам еще король кубков. Ну что, женщины. Женщинам-стрельцам тут два мужика, один хитрый, другой бабник. Ну, как бы все равно. Сожить можно, кому скучно, вас развлечет вот этот король кубков. Для мужчин имейте в виду, что стрельцы мужчины у вас конкуренты, что-то сильно много мужиков нападало на вашем пути и не вашего знака. Это и маг, и король кубков, это явно не стрельцы. Вот так вот. Козероги. Иерофант. Так, козероги проходят через некий ритуал, женятся, разводятся, скорее женятся, получают предложение
Подписывает очень важный для себя контракт. Прям интересно по... О, деньги, деньги. Да, десятка хоть и перевел, хоть дожали называется. Получение денег, которые вы очень давно работали над этим, или искали работу, или хотели продать что-то, купить. Да, будет не столь выгодно, но однако это все равно идут немалые деньги. Чаще это деньги, ну, на счет какой-то идут, это на карту. Либо это деньги, вступление в какое-то подписание договора, связано с бизнесом, либо какое-то имущество будете оформлять на себя. О, все деньгами засыпано. Важное, важное, важное. Ну что, помощь родственников, смотрите. Восьмерка пентаклей. Тоже помощь социума, родственников, пособия, награды, премии. Скорпион, ой, это у Козерога все засыпано деньгами. Ну, состояние здоровья хорошее. Четверка пентаклей. Вы стабильной жизнью живете, правильной. Не экономите свою энергию. У вас достаточно всего пищи, ухода за собой. Сплошные пентакли. То, что очень козерожья карта. Деньги, стабильность. Вы довольны жизнью. То есть все оформили, все продумали. Десятка кубков. Наслаждайтесь своей личной жизнью, своей семейной жизнью. У вас всего в изобилии, вы всем довольны. Люди вокруг вас, это узкий, это круг семьи, круг людей, которые вас поддерживают. Идеальная карта просто. Она не заводит. Да, но это ничем не заводит. Это рыцарь жезлов. Возможно, какие-то конкуренты пробегают, но это мужчинам. Причем они так не особо вас тревожат, поскольку у них нет земли, это под ногами они так бегают. Для женщин это еще дополнительный какой-то поклонник, ну, такого несерьезного характера, знаете. Приключение мимолетное, пока мимолетное. А в целом такая карта решения материальных проблем, стабилизация жизни, оформление важного какого-то документа для себя в позитивном ключе. Водолеи. Так, водолеи недовольны жизнью, как-то эмоциональный упадок, что они расстроены, не тебе рано, зато по работе, легкая работа, несерьезные отношения. Может быть, вообще хорошая карта для творческих личностей, для тех, кто работает с детьми, людьми, развлекает, какие-то кафе, кофемороженое. По сути, да, ничего такого сложного не делайте, при этом вы наслаждаетесь прямо этой работой. Ну, про деньги, по сути, наслаждать. То есть нет, раз карта позитивная, значит нет у вас, она будет оплачиваться как-то, да, как раньше оплачивалась. То есть негатива нет. И с наслаждением радость. О, социум, туз мечей. Так, водолей, аккуратней с разного рода чиновниками, поскольку туз мечей тут может означать какой-то удар. Также там может быть чрезвычайное событие с вашим близким родственником. Инфаркт, инсульт, которое потребует, как испытание вам, да, что от вас потребует моментальной реакции. Так, также опасайтесь, не решайтесь на этой неделе вопросы всякими документами государственных органов, чтобы там не приключилась какая-то непредвиденная фигня, короче, такое. Так, по здоровью, десятка пентаклей перевернута, вы слишком заработались, вложениями вот это в семью, в деньги, переутомление, вы слишком много на себя взяли и слишком давно какую-то вредность, да, носите на себе. Но, тем не менее, карта говорит о том, что это просто надо отдохнуть, ну, переработались, слишком много на себя взяли. По сути, также какая-то доход от физических каких-то занятий, знаете, но он вредит уже вашему здоровью. Так, в личной жизни императрица,
Ну, водолейхи, это если водолейхи, вы пытаетесь как-то передавить ситуацию слишком, не понимаете, что вы все равно ее не контролируете, вас это тревожит. Для мужчин это такая очень боевая ваша императрица, которая вас будет попытается под каблук засунуть. Ну что, вряд ли льва можно куда-то там. Ну вот вы расстроитесь. Да, была такая милая, добрая, а сейчас взяла вот так вот его порубала на куски. Ну, также женщина. Что-то. Смотрите, ваши, это родственники, это ваш какой-то друг, это ваш какой-то кровный родственник. Обратите внимание на ваше ближайшее окружение. Они вас очень сильно будут расстраивать. Вообще, также еще по этой карте забыл, может быть какое-то длительное лечение. Ну, с эффектом. С вами была Аграфена. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.